Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня идея не моя. Мне подбросили. Кто? В YouTube в рекомендациях подсказал. Канал Елена Годас. Очень талантливый мастер. А мне захотелось повторить ее изделие. Но вы ж меня знаете, что беру идею, а способ пошива придумываю свой. Умная женщина никогда не повторит чужие ошибки. Она придумает свои собственные. Приготовим ткань. Конечно, количество деталей, их цвет, способ раскладки и кроя вы можете придумать свой. Но я рассказываю о своем опыте, даю вам нестандартную идею, как наступить на грабли. Для начала поработаем с 2 квадратами контрастного цвета 35 на 35 сантиметров. Я взяла такие размеры, но потом поняла, что интереснее бы смотрелось с размером 40 на 40 сантиметров. Найдем середину квадрата и расчертим его, разделим на 16 сегментов. Удобно это делать при помощи угольника. При этом разделить на 8 частей еще можно, а потом, когда надо угол 45 градусов разделить пополам, возникают сложности. И это легко поправить. Нарисуем равнобедренный треугольник, короткую сторону разделим пополам, проведем медиану. Вспоминаем свойства равнобедренных треугольников. В них медиана, высота и биссектриса совпадают. А для тех, кто не знал, но забыл, напоминаю, что биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Да, вот оно, советское образование. Поколению ЕГЭ и не снилось. После того, как расчертили деталь на 16 сегментов, обозначим внутренний контур. Круг, который нам не нужен. Я отложила по 6 сантиметров. Нарисуем припуски на швы. И еще обозначим внешний контур. Теперь сложим вместе 2 квадрата лицевыми сторонами внутрь. Заколем булавками. Наши нарисованные линии – это линии разреза. Строчки прокладываем по обе стороны от них. Закрепки в начале и в конце делаем обязательно. Когда шьем, во внутренний контур стараемся не попадать. Дорогие мои зрители, вы видите, сколько информационного мусора обрушивается на нас каждый день. Поэтому смотрите мои ролики до конца, ставьте классы, пишите комментарии. Покажите Ютубу, поисковым системам, что вам интересно. И в следующий раз вам предложат больше роликов по творчеству и рукоделию. Присоединяйтесь к моим группам на Одноклассниках, ВКонтакте. Ищите меня на платформе Яндекс.Дзен. Смотрите, у нас получилось такое прошитое солнышко. Подравниваем окружность, убираем лишнюю ткань снаружи. Потом очень аккуратно вырезаем внутренний круг и режем нашу деталь по линиям разреза на мелкие детальки. Каждую из них надо вывернуть и тщательно расправить. Такой способ подготовки деталей показался мне очень интересным, быстрым и оригинальным. Конечно, мне повезло, что в моем распоряжении были достаточно большие куски тканей. Другой вариант изготовления – сделать бумажный шаблон, выкройку, выкладывать его на широкой полоске ткани, то вверх головой, то вниз, или каждую деталь вырезать отдельно из лоскутков. Полученные заготовки надо проутюжить. В общем, вы догадываетесь, что я дала вам идею, а дальше уже смотрите и думайте сами.
На большом куске ткани размером 41 на 41 сантиметр обозначим серединку и разложим наши лучики детали. Вы, конечно, уже поняли, что часть ткани у нас ушла в швы, поэтому все детали ложатся плотнее, и внутренний диаметр круга сократился. И тот самый внутренний кружок, который мы вырезали, сюда идеально подойдет. Конечно, можно поиграть с цветом ткани. У нас ведь заготовки двухсторонние. Попробуйте разные варианты, как вам больше понравится. Из плотного картона вырежем круг такого диаметра, чтобы он закрывал центр. Кружок ткани, тот самый остаток, соберем по краю на нитку. Вложим внутрь нашу картонку и плотно затянем. После этого мы его тщательно проутюжим, прижмем края. Ткань при этом хорошо держит форму, и картонку можно убрать. Все детали лепестки, лучики зафиксируем булавками, чтобы они не сдвинулись. Остается только поместить в центр подготовленную серединку. Пришьем ее на швейной машинке. Шов прокладываем на расстоянии 1 мм от края. И еще один момент. В этом месте сходится очень много кусочков ткани, и все они будут выпирать. Чтобы как-то сгладить и замаскировать это место, внутрь кружка вложим кусочек синтепона. Потом его расправим и прошьем до конца. Когда мы шьем такие отделочные строчки, то закрепки не делаем. Шов начинаем и заканчиваем в одной точке. Оставляем длинные концы ниток. Выводим их на изнаночную сторону и связываем между собой. Получается все очень чисто и аккуратно. Убираем все наметочные нитки. На всех лучиках с края отмечаем по 5 сантиметров. У вас может быть другая длина. Потом берем иголку с ниткой и на каждом лучике соединяем, сшиваем эти точки между собой. Узелки прячем между тканью, шьем крепко, нитку уводим и прячем в ткани, а потом отрезаем. Так работаем со всеми лучиками-лепестками. Расправим их и прикинем размер этой декоративной части. У меня получился диаметр чуть больше 25 сантиметров. Возьмем кусок ткани такого же размера, как и основа. Найдем и обозначим середину. С помощью циркуля или вспомогательного предмета, например, тарелки, нарисуем окружность диаметром 25 сантиметров. И еще понадобится вспомогательная ткань. У меня есть плотный клеевой флизелин. Воспользуемся им. Клеевой флизелин клеющей стороной вниз, сверху ткань лицом вниз. Детали сколем между собой и прошьем по нарисованному внутреннему контуру. После этого очень аккуратно вырежем внутреннюю часть. Сделаем надсечки по внутреннему контуру. Смотрите, какая интересная рамка у нас получается. Подтягиваем и расправляем края. И получается так, что у клеевого флизелина сторона с клеем обращена к ткани. Мы ее проутюжим утюгом, и получится прекрасная плотная рамка. С заготовкой с декоративными лепестками немного поработала за кадром, расправила и пришила их иголкой с ниткой. Остается только поставить нашу рамку на место, заколоть булавками и прошить
по окружности. Ткани старайтесь держать ровно, чтобы ничего не перекосило и не выпала центральная часть. Можете сначала все наживулить. Рассказываю вам подробно о таких вещах, о которых другие мастера даже не скажут. А ведь именно от этих мелочей зависит внешний вид изделия. Как-то в комментариях мне один молодой человек написал: «Ну ты вообще, тетка, занудная. Селяви. Ладно, хоть не селя вас. Все шьем крепко и основательно». Прекрасно понимаю, что сейчас у многих клиповое мышление. В кадре потрясли тряпками, руками поводили и показали готовый результат. А ты смотришь и ничего не понимаешь, как и что сделали. Хорошо, если мастер что-то объясняет на камеру, но чаще всего просто ставит музыку. Со стороны все выглядит очень просто, а повторить невозможно. Когда сделали отделочную строчку, нитки также уводим наизнанку, связываем между собой и обрезаем. Для обратной стороны подушки ткань можно тоже простегать синтепоном. Ее расчертим на квадратики, сделаем сэндвич, сколем булавочками. Мне хочется эту декоративную наволочку-пижамницу сделать на молнии. Поэтому одну сторону молнии пришьем к узкому куску ткани, а другую к большой простеганной части. Лучше, конечно, сначала все прошить иголкой с ниткой, а уже потом сшить на машинке. Чтобы определиться с глубиной клапана, который будет прятать молнию, сложим вместе обе части наволочки, заколем эту складку булавочками, а потом прошьем ее на швейной машинке. Вот так выглядит готовый задник к декоративной подушке. Ничего сложного во вшивании молнии нет. Когда задник готов, складываем его вместе с лицевой стороной, прошиваем по краю. Край обрабатываем бейкой. Смотрите, внутри этой подушечки-пижамницы все очень красиво и аккуратно. Все шовчики спрятаны. Закрывается она на молнию. Внутрь можно поместить готовую маленькую подушечку. И посмотрите, какую подушку я сшила чуть раньше. Другой рисунок, другая технология. Они такие разные, и все-таки они вместе. В сегодняшней декоративной подушке можно немного поэкспериментировать, поиграть и с длиной лучиков лепестков, и с цветом ткани. Попробуйте разные варианты. Могут получиться интересные эффекты. Всем желаю приятного творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!